60-х существовали очень популярные мотоциклы в США для бездорожья от компании Hadaca, о которой у нас, конечно же, мало кто слышал. Причем образовалась она чисто случайным образом. Немного предыстории. Все началось с древнейшей японской компании Yamaguchi, которая поставляла свои малокубатурные мотоциклы в США через компанию Pobатco. Для них эти мотоциклы оказались очень прибыльными, а вот двигатели для этих байков изготовляла японская компания Hadaca. Однако из-за местной конкуренции Yamaguchi обанкротилась в 1963 году. Тогда Pobатco решила совместно с Hadaca разработать мотоцикл для США, так как дилерская сеть была налажена, а спрос на легкие внедорожные байки постоянно увеличивался. Так в 1964 году компания Hadaca начала производство своего первого мотоцикла для Pobатco. Им стал Hadaca S90, что в переводе туз, с одноцилиндровым двухтактным двигателем, выдающим всего 8 лошадиных сил. Однако при его массе в 77 кг этого хватало. И с ценой в $379 новые мотоциклы стали мгновенным хитом. За 4 года производства было продано более 17 тысяч мотоциклов. В 1968 году появилась следующая модель – Hadaca Ace 100. Мотоцикл, как и предшественник, был полностью легальным дорожным байком, но спроектированным именно для бездорожья. У него была легкая трубчатая стальная рама, выхлопная труба была расположена высоко и в стороне, а под крыльями было достаточно места для грязи. Одноцилиндровый мотор уже имел 98 кубических сантиметров и выдавал 10 лошадиных сил максимальной мощности при 7500 оборотов в минуту. Hadaca также добавили еще одну передачу, в общей сложности их стало уже 5, и усилили задние амортизаторы. В то время у Hadaca почти не было внутренней конкуренции, что и поспособствовало большому спросу. Harley-Davidson также производил двухтактные мотоциклы, но в основном это были дорожники, которые нужно было специально готовить для бездорожья. Также не особо и торопились занять эту нишу и другие японские фирмы, большинство из которых имели тяжелые рамы из прессованной стали и не были предназначены для покатов по бездорожью. Единственными реальными альтернативами были британские мотоциклы, которые оказались тяжелее и неизменно требовали больше обслуживания. Поэтому компания воспользовалась этим и начала расширять свою линейку. В 1969 году Hadaca стала выпускать мотоциклы для различных соревнований, а кто-то считал, что совсем уж нелепые названия, которые в итоге только увеличивали их популярность. Первым появилась спецверсия Ace 100 под названием Hadaca Super Red, что в переводе «Супер Крыса». Мотоцикл предназначался для соревнований по мотокроссу, а слоган гласил, что Super Red способен выиграть гонку прямо из коробки, без дополнительных доработок. Далее похожие модели пошли друг за дружкой, и чем дальше, тем интереснее название. В 1968 году появилась Hadaca 100 Dirt Squirrel – брызги грязи, потом Hadaca 100 Road Toad – дорожная жаба. Также были и Super Combat, что в переводе Супербой, и Combat Wombat – боевой вомбат. Но их всех объединяло одно – они себя отлично показывали на бездорожье,
и у покупателей возникло чувство, что эти мотоциклы разрабатывали именно те люди, которые сами ездят по бездорожью. Никто не мог подумать, что, начав производство этих мотоциклов в 1964 году, две маленькие компании Ходока и Побатка положат начало повальному увлечению мотоциклами в Соединенных Штатах. Однако компания как появилась по стечению обстоятельств, так и распалась. Падающие курсы обмена доллара США по отношению к японской иене, сдвиг спроса с кроссовых мотоциклов на более крупные дорожные байки и общая экономическая слабость нанесли смертельный удар компании. В какой-то момент Shell, тогда владеющая Побатка, попыталась приобрести компанию Ходока, но предложение по какой-то причине было отклонено японцами. Сейчас эти мотоциклы носят культовый характер, и каждый год в городе Афина, штат Орегон, в июне проводится мероприятие под названием Дни Ходоки, которое включает в себя парад мотоциклов этой марки и, конечно же, соревнования по мотокроссу.